Здравствуйте, уважаемые мои подписчики! Сегодня мы поговорим о бюджетной поездке в Японию. Вы знаете, что виза в Японию бесплатная, а недавно еще отменили обязательное приглашение принимающей страны гаранта турфирмы. При личном посещении посольства Японии виза делается бесплатно за 4 дня. Если воспользуемся услугами из другого города по Униэкспресс, то плюс 2000 рублей. Подробные правила оформления визы вы отыщете на официальном сайте Японии в интернете. Коридор для въезда в Японию открывается сразу на 3 месяца с поездкой на 2 недели. Не забудьте приобрести иены. Цены в турагентствах на поездку в Японию начинаются от 2000 евро на человека. И если вы совершенно не ограничены в финансах, вы можете этим воспользоваться. В Японии столько всего интересного, что за один раз даже с неограниченными финансами невозможно все охватить. Поэтому по завершении этого видео покажу вам еще много всего удивительного на вторую поездку. Бронь билетов для посольства можно сделать на сайтах с бронированием. И до факта оплаты ищем в другом сервисе данные по этой броне в интернете, и это все есть. В бюджетной поездке между городами рекомендую самолеты, так как дешевле. Для поездок в Японию можно приобрести JR Pass за 17 000 рублей по теперешнему курсу иены и использовать синкансены и некоторые поезда фирмы JR для быстрой езды по Японии. Также надо знать, что в период красных кленов и цветения сакуры цены увеличиваются в разы. Далее выбираем реальные билеты. Аэрофлот предлагает билеты от 28 тысяч зимой, бывает от 22 тысяч. Японский авиалинии JAL предлагает от 49 тысяч, но если туда и обратно, у JAL дешевле от 40 тысяч за все. Из удобств Аэрофлота, как всегда, все стандартное, как и место ногам. У японских авиалиний все выше среднего, то есть выше стандартного. Еду Аэрофлот предлагает со спартанским уклоном: омлет с огурцом, контейнер гречки с бифштексом, сыр и большой красный перец. Японские авиалинии все с ресторанным изяществом и красотой. 2 салата, 1 салат сорти, 2 десерт. Также предлагается японское пиво. Сливовое вино, содовое. К просмотру предлагается 7 бестселлеров на русском языке. Девушки-стюардессы ежечасно предлагают что-нибудь из алкоголя. Нажимаем на кнопочку плавно затемнить шторок и шторки затемнены. Обратное нажатие на кнопочку вернет естественный свет. Спинки у сиденья откидываются у всех, причем сами сиденья тоже движутся. От аэропорта Нарита вы можете взять такси, но оно совсем даже не бюджетное. Начинается от 22 тысяч йен от Нарита до Токио. Покупаем билеты за 1000 йен на Токио Шаттл и идем на посадку. Здесь же сдаем багаж и комфортно едем с Wi-Fi. Аренда авто довольно дешево, но нашим русским нужно пересдавать на права, как сообщает посольство Японии. Движение левостороннее. Арендовать машину не запрещено, но не рекомендую. Очень недешевая парковка. Штрафы начинаются от $500. Остается один автобус или поезд. Для комфортного ориентирования в Токио рекомендую пользоваться программой с навигацией Osman бесплатной и платной. Программа интернетом не пользуется. Применяется GPS и GLONASS. Можете использовать видео с моего канала с подробной инструкцией. Токио Шаттл останавливается у станции Токио в самом центре.
Обратно до аэропорта можно добраться также с этой же остановки, посетив зал ожидания. Там же можно приобрести обратный билет за 1000 йен. Рядом со станцией Токио расположен императорский дворец, в котором живут тщательно охраняемые император Акихито и императрица Мичико. Для комфортного размещения в Токио можно выбрать бюджетные отели цепи АПА, но есть существенный недостаток: их кровати могут быть некомфортные. Мы нашли размещение рядом с центром в отеле Гинза Дайей. Бронирование осуществляется на его сайте, со своей стороны отель предоплату не берет. Существенное преимущество этого бюджетного отеля – все рядом, центр есть центр, но есть существенный недостаток: почти нет дешевых суши-баров, ресторанов конвейерного типа. Санузлы типа кабина оснащены всем необходимым у нас был фирма Hitachi. Если не отыщете достойные по цене суши-бар-ресторан, можно воспользоваться компактными супермаркетами Family Mart, находящимся рядом, и взять качественные заводские суши за 400 йен. Не забудьте взять бутылку дешевого японского виноградного вина за 280 йен. Не пугайтесь цене, и бутылки не из стекла, а из пластика. Вино качественное, не кислое, хорошее послевкусие. Вечерний Токио встретит огнями большого города с многолюдными, начищенными до блеска улицами. Можно просто повосхищаться вечернего Токио и понаблюдать за прохожими. На следующий день отправляемся по маршруту главной достопримечательности Токио – остров Одайба с Toyota Web. От станции Гинза можно доехать одну остановку до Симбаси или пройти пешочком 20 минут. На Симбаси садимся и едем монорельсом до Одайба. К искусственному острову Одайба едем через Радужный мост на монорейсе от центра Токио. Остров создан из переработки отходов Минполиса. В Одайбе находятся одни из самых известных в Токио достопримечательностей. Множество различных музеев. В первую очередь это музей Миракан со знаменитым роботом, музей Toyota и ретро Toyota. В музее Миракан имеется копия орбитального комплекса, видеозапись с японским космонавтом на орбите. По-новому предлагается взглянуть на ультрановые Toyota. Ретро Toyota вписывается в кварталы старого города. Новые серийные Toyota доступны к осмотру. Кроме того, остров славится статуей свободы и огромным роботом-трансформером. В машинах Toyota Web можно посидеть и все осмотреть. От гигантского робота в 40 метрах находится здание. Здесь можно отобедать в суши-баре-ресторане за 1000 йен. Вывеска со значком Instagram Суши Конвейер. За столом все есть: палочки, чай не ограничено, салфетки, тарелки. Можно брать с конвейера. Есть все блюда в мониторе, можно выбрать суши с картинками и ценами. На столе также есть имбирь и специи. Иногда суши-бар рестораны используют талоны, так как желающих много. В следующий день можно отправиться на метро с осмотром храмового комплекса Сенсодзи. В метро есть свои автоматы по получению билетов, работающие с наличными йенами и мелочью. От станции метро Гинза до Асакусы всего несколько остановок. Также есть камера хранения. С карточками автоматы не работают. Сверху автоматов есть схема движения от станции. Ваша станция отмечена красным со стрелочкой до станции назначения с ценами. В автомате нажимаем на кнопочку с соответствующей ценой до станции назначения, число пассажиров и оплачиваем. Еще в японском метро есть дополнительные автоматические двери, а также можно нажать на кнопочку и остановить поезд.
Итак, мы сошли со станции Асакуса и попали в храмовый комплекс Сенсодзи. Недалеко от Сенсодзи есть зоопарк Уэна в 20 минутах ходьбы. Со станции Асакуса еще можно доехать до Никко. Экскурсионное бюро на станции открывается в 9 часов утра. Девочки все подробно объяснят. Рядом с Никко есть тематический Нидзи-парк Эдомура. На третий день можно факультативно посетить станцию Харадзуку с тусовкой модной японской молодежи на Такесита-стрит, зайти на территорию храма Мэйдзи и сфотографироваться с крутящимися барабанами. В 3 километрах от Харадзуку есть бесплатная смотровая площадка мэрии. Можно еще посетить знаменитый перекресток в Сибуле, в квартале Кабукичо. С выездом из Токио можно посетить Хакона. Фудзияму, храмовый комплекс, озеро. Мы решили отправиться из Токио в Никко от станции Асакуса. Далее отправляемся в Никко и осматриваем достопримечательности.
I'm so sorry. Одним и тем же Токио шаттлом возвращаемся в аэропорт Нарита. Купив билет за 1000 йен в зале ожидания Токио, за час доезжаем до аэропорта Нарита. Летим самолетом компании Vanilla Air, дочерней компании японских авиалиний JAL. Из окна лайнера компании Vanilla Air наблюдаем Фудзияму. Гора является частным владением. Приземляемся в Кансай. Кансай был сооружен в море из отходов мусоросжигательных заводов. По краям этот грунт удерживает бетонные опоры. Каркас выдержит 7-бальный шторм. На моем канале есть видео, посвященное сооружению Кансай. Владельцы карточки Priority Pass могут бесплатно покушать в ресторане до паспортного контроля. Разнообразие пищи впечатляет. Далее приобретаем билет до Осаки, район Намба, за 1000 йен. С этого автобуса можно пройтись до Дотамбори, недалеко. Дотамбори – известное место тусовки молодежи со всего мира. Здесь множество ресторанов и бутиков. Дотамбори появился еще с 17 века.
Проект был осуществлен известным предпринимателем Датоном. Проект нужен был как приносящий доход от аренды площадей и продвижения собственного дела. Война все притормозила, и проект с планами продолжили молодые потомки Датона. Прибавились и доходы от рекламных счетов. Самый известный – «Бегущий Гурико» – реклама пищевого концерна. На все про все здесь не более 2-3 часов. К вечеру здесь не пробьешься. Поэтому направляемся в забронированную гостиницу Тани Маши Люкс Отель за 2700 рублей. Со следующего дня идем смотреть Осака Кастл. В 30 километрах от Осаки расположена древнейшая столица Японии Нара. После Нары столицей Японии была Киото. В Наре свободно ходит множество оленей. Поголовье оленей насчитывает 1500–2000 особей. Олени не завезенные и поселились в Наре вместе с человеком. Олени очень вежливые и обходительные. Благодарят даже за кусок хлеба. Вообще жизнь в Наре тесно связана с оленями. Благодаря оленям в Наре сюда приезжают туристы из разных стран. Животные в Наре свободно гуляют по территории города. К оленям в Нарах все привыкли. Присутствие оленей улучшает отношения между обычными людьми. Не каждый город мира может похвастаться присутствием оленей на его территории. Если вы провели в Наре целый день, то присутствие оленей, когда вы собираетесь уезжать, вы почти не замечаете. Если вы станете возвращаться через вокзал Осаки для продвижения дальше в Киото, то можно всего в 100 метрах от входа на вокзал Осаки полюбоваться великолепными часами. С вокзала Киото движемся дальше.
Почти рядом есть красивейший и большущий-пребольшущий храм. Для местных. Далее продвигаемся к отелю Тойка Ин Киото Гео Карасума за 2900 рублей. С завтраком в 20 минутах ходьбы. В общем, надо решиться, что будем смотреть в Киото. Все самое известное и существенное – это Золотой храм и Инари. Еще в Киото тысячи возможных храмов, решение за вами. В посещении Инари можно поносить кимоно. Нередко арендованные кимоно пользуются спросом у американцев и китаянок, а также у моделей и молодежи, совершающих ритуалы. Кимоно – это японская шелковая одежда, дословно переводится как «одежда из королевства У». Японскую одежду кимоно можно взять как на прокат от 600 йен, так и купить от 4000 йен до 500 тысяч йен и более. Обе и тобе продается отдельно. Ношение кимоно связано с жизненным ритуалом застегивается на правую сторону, с другими ритуалами на левую сторону. Под кимоно в зимнее время года девушки подстегивают специальное одеяло. Жизнь с кимоно в Японии насыщается различными яркими красками.
По-хорошему еще можно зайти в комплекс Хэйан через самые большие ворота Японии. И приобрести еще шелка в лавке за перекрестком. Также может вызвать живой интерес для путешественников Арасияма с обезьянами. Можно зайти в один храм Сэндзю Сангендо. Неимоверно дорогущие все фрукты, а также необычные квадратные арбузы. Для сведения, одно яблоко 110 рублей. Второму туру, как и обещал, можно посетить Хитачи парк. Доехать можно от Токио 140 км до Хитачи-Нака. Остров кроликов Акунасима в префектуре Хиросимы. Лисью деревню Цзао Кицунамура в Сиросите, 80 км в Фукуоке. В Хоккайдо на машине я вам не рекомендую.